Привет, меня зовут Александр Бородихин. Знакомлю вам термин «паноптикум». Для французского философа Мишеля Фуко это некая универсальная модель отношений между государством и обществом. Это такая кольцеобразная тюрьма, по центру которой располагается вышка с надзирателем. Надзиратель видит все, что происходит в каждой из камер, при этом его самого не видит никто. Для Фуко это такая идеальная модель выстраивания отношений государства с обществом. Власти видят всех, оставаясь невидимыми для граждан. Сегодня термин «паноптикум» несколько избитый, но он довольно буквально отражает сложившуюся в мире ситуацию, которой сам Фуко, кстати говоря, не застал. И я говорю сейчас про вездесущие камеры наблюдения. Сегодня мы поговорим про то, насколько серьезную угрозу они для нас представляют. Или наоборот, нам нечего скрывать. Поехали. Приватности больше не существует. Время смириться с этим. Говорил еще в 1999 году основатель корпорации Sun Скотт Макнили. Довольно шокирующее заявление по тем временам, но сегодня оно уже не выглядит столь вызывающим. Само понятие privacy, обозначающее свободу гражданина от посягательств государства на его частную жизнь, в англоязычном мире используется на каждом шагу. А вот в России особенно не прижилось. В России не используются широко термины «приватность» или «неприкосновенность частной жизни». Возможно, по историческим, возможно, по социокультурным причинам. Может быть, в этом кроется причина того, что в Америке широкая слежка встречает сопротивление со стороны граждан, а в России такого сопротивления пока нет. Честному человеку нечего скрывать. Они и так все знают, а если захотят, найдут. Примерно с такой аргументацией приходится сталкиваться всякий раз, когда произносишь критику российской системы массовой слежки. При этом, когда я говорю «слежки», я имею в виду не только камеры наблюдения, но и богатый комплекс систем. Это и сбор биометрических данных, и сбор банковских данных, и сбор данных о перемещениях в транспорте, и различные регистрации всего и вся. Камеры наблюдения здесь лишь наиболее наглядный пример того, как государство интересуется частной жизнью граждан. За нормализацию камер наблюдения как средство борьбы с уличной преступностью мы можем поблагодарить Великобританию. За массовость и удешевление производства – Китай. А вот Россия считается одним из мировых лидеров как по темпам установки китайских камер, так и по темпам собственных разработок программного обеспечения для распознавания лиц. Лидером в России по темпам внедрения камер наблюдения является, конечно, Москва. Камеры висят здесь давно, и по сей день можно встретить угловатые серые пушки, побитые временем, которые висят на фасадах зданий. Но не на их низкокачественную картинку опирается современная система слежки. С приходом к власти Сергея Собянина Москву наводнили камеры китайских производителей Hikvision и Dahua, которые позволяют вести запись в HD-режиме. Все эти данные стекаются в ECHD – Единый центр хранения и обработки данных. Запомните эту аббревиатуру, она нам еще пригодится. Здесь важно понимать, что этих камер сотни тысяч, и они позволяют проследить путь человека от двери до двери. Ну вот простые вещи, свой-чужой. То есть вот наш алгоритм, который мы уже протестировали на данных, которые получаются с подъездных камер, с домофонных камер Москвы, очень легко выявляет свой-чужой. То есть люди, которые приходят ежедневно домой и уходят оттуда, соответственно, он их там, этот массив берет за несколько дней и говорит, вот это свои. Как только приходит новый человек, компьютер понимает, что это чужой. Далее мы можем по любому человеку проследить его перемещение от одного подъезда в другой подъезд. Миниатюрные домофонные камеры фиксируют людей у подъездов. Надомные и дворовые камеры на тротуарах. Камеры в транспорте фиксируют пассажиров метро, трамваев и так далее. Камеры на дорогах – автомобилистов. Плюс еще карты тройка, коронавирусные пропуска и так далее, и так далее. В общем, вся Москва охвачена. Точного числа камер наблюдения в Москве мы не знаем, но их как минимум 200 тысяч. Для полной идиллии не хватает только какой-нибудь системы, которая бы в автоматическом режиме считывала и распознавала лица проходящих мимо людей. А это сотни тысяч, даже миллионы москвичей. Хотя постойте, такая система уже есть. Встречайте безопасный город. Молодой человек, может документы? Вы разыскиваетесь как уголовный преступник. Такими словами поприветствовал сотрудник полиции активиста «Другой России» Михаила Акселя осенью 2018 года, когда тот спустился на станцию метро «Спортивная». Полицейские задержали Акселя после того, как им пришло уведомление от системы автоматического распознавания лиц. Сами они не знали, по какому поводу задерживают Акселя. А когда попытались разобраться, выяснилось, что его добавил в базу сотрудник Центра причем вообще безо всякого повода. Не было ни уголовного дела, ни административного протокола, ничего.
Акселя отпустили, а вот вопросы к новой системе появились. Мы направили запрос в Управление внутренних дел по Москве и получили такой фантасмагорический ответ. Да, Акселя добавили в базу, да, его задержали, но мы же разобрались и отпустили, так что все в порядке. На самом деле нет. Строго говоря, для работы системы распознавания лиц нужно 3 основных компонента. Во-первых, это качественная картинка с видеокамер. Во-вторых, это так называемые цифровые слепки, то есть данные о расстояниях и углах между опорными точками на лице. И, наконец, в-третьих, это алгоритм, который позволит эти цифровые слепки сопоставить с картинкой с видеокамер. Если картинку обеспечивают дешевые китайские видеокамеры, то остальные 2 компонента уже за Россией. В России есть сразу несколько успешных технологий распознавания лиц российских компаний, самая известная из которых это разработка компании NTech Lab. И вы, наверное, ее знаете по сервису FindFace, который несколько лет назад позволял искать пользователей ВКонтакте по фото. Так вот, теперь компания работает на государство, в том числе на безопасный город. Наконец, 3-й компонент этой системы – база с цифровыми слепками лиц москвичей. Так это и есть тот самый ЕЦХД – Единый центр хранения и обработки данных. В 2020 году я ходил в суд к активистке Алене Поповой. Она пыталась опротестовать применение системы распознавания лиц при составлении протокола за пикет у Госдумы. В суде представительница Департамента информационных технологий Москвы настаивала, что персональные данные в ЕЦХД не хранятся, ведь там хранятся только числовые данные о расстояниях между опорными точками на лице. А уже когда полицейские присылают им фотографию, они могут ее сличить с цифровым профилем. Таким образом, настаивала она, никакого разглашения персональных данных не происходит, ведь персональные данные обрабатывает полиция, а мы только сличаем. Суд, разумеется, встал на сторону мэрии. Уклон этой технологической идиллии в сторону интересов государства, а не гражданина, очевиден. И сегодня тому есть несколько неутешительных примеров. Когда весной 2020 года в Москву возвращались первые заболевшие коронавирусом, московские власти использовали домофонные камеры с распознаванием лиц для того, чтобы отслеживать их перемещение и соблюдение карантина. Потом был иск москвички, который требовала запретить систему распознавания лиц после того, как сумела купить данные о своих перемещениях в Даркнете. В суде использовалась та же аргументация. ЕЦХД персональные данные не хранит, я не я, корова не моя. Суд москвичке отказал. Весной этого года полицейские стали ходить по квартирам активистов, которые принимали участие в акции 21 апреля, и журналистов, которые там работали. У них были с собой распечатки с скриншотами с видеокамер. Как точно устанавливалось участие в митинге, мы не знаем, но, скорее всего, без системы распознавания лиц здесь тоже не обошлось. За Москвой, естественно, подглядывают регионы, которые тоже внедряют систему «Безопасный город». Разве что масштабы несопоставимы, потому что бюджеты не те. Но посмотрим, что будет дальше. Хочется добавить небольшой отвлеченный комментарий. Желание власти контролировать поступки и перемещения граждан не является каким-то уникально российским феноменом. Про это много писал тот же Мишель Фуко, которого я упоминал ранее, писали и другие исследователи. Здесь же я хочу остановиться на позиции американского антрополога Джеймса Скотта, который считал, что для любой власти ключевым является приведение народной массы в порядок, так, чтобы чиновнику она была удобно видима. Отсюда различные масштабные прожекты. От массовой слежки до строительства городов с прямыми улицами и ровными углами. Как было, например, в случае с Бразилией. Для Скотта важно, что всякий раз, когда власть пытается упростить сложные процессы, она парадоксальным образом теряет над ними контроль. Включается какое-то туннельное видение, и сложность человеческой жизни, которая происходит на периферии, становится невидимой. В общем-то, на этом все. Носите маски, берегите себя. Эпоха К-вируса пока не закончилась.